Здравствуйте, весы! Сегодняшний Таро прогноз мы делаем для вашего знака зодиака, расклад на февраль месяц. Давайте посмотрим, что в феврале вас ожидает, какие вам карты сегодня выпадут, что интересного произойдет непосредственно у вас. Расклад мы делаем сегодня на одной колоде. Надеюсь, вам такой вариант расклада подойдет, понравится. Он будет такой небольшой, достаточно короткий. Пишите в ваших комментариях, оставляйте ваши отзывы, соответственно, о том, подошел ли вам этот расклад. Можете оставить лайк, если видео понравилось. Также не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны вдруг на мой YouTube канал. Итак, весы, давайте посмотрим, что же ожидает весов в феврале месяце и к чему вам нужно быть готовыми в феврале. Первая карта — шестерка кубков. Карта семьи, карта уюта семейного очага, который для вас будет особенно здесь важен. Возможно, по шестерке кубков у кого-то здесь будут ситуации, где вы возвращаетесь куда-то, где вы выросли, где вы провели свое детство, потому что это карта ностальгии, это карта воспоминаний, это карта, возвращающая вас в то беззаботное детство, возможно, да, которое у вас было. Может быть, здесь встреча с родственниками, которых вы давно не видели. Может быть, также и ситуация, где вас приглашают на какие-то юбилеи, праздники, и у вас есть повод встретиться со своими близкими, ну, потому что вот, собственно, да, какая-то годовщина или какой-то праздник здесь, на который вас приглашают, тоже может быть. Могут и возвращаться к вам старые приятели, старые друзья, старые отношения, возможно, бывшие, кто-то из бывших. Ну вот она, шестерка кубков. Достаточно интересная карта. Для многих это просто, вы знаете, как ситуация, где вы очень много времени проводите в семье, в кругу семьи, там среди своих близких, заняты решением каких-то семейных дел, семейных вопросов. Давайте посмотрим, что еще здесь есть для весов, какая еще карта выпадет рядом с шестеркой кубков. Карта принцесса Пентаклей, ну тоже, да, во-первых, это может быть земной знак зодиака, который для вас будет актуален, как-то особенно важен, это девы, тельцы или козероги. И также по принцессе Пентаклей здесь может быть ситуация, где вы идете в гости на какой-то юбилей, праздник, там, не знаю, день рождения с подарком, вот. Да, что-то материальное отдаете, дарите, или к вам приходят в гости ваши родственники, близкие, или кто-то из старых друзей, там, друзей детства, с каким-то презентом, с каким-то сюрпризом, с какой-то новостью, в конце концов. Кстати, дети могут вам... И оно будет для вас ценным, и поэтому, да, действительно, принцесса Пентаклей может сулить такой хороший шанс, который вам здесь дается касаемо этой ситуации, да, какой-то новости, которую вы получаете, или какой-то хорошие возможности, которые к вам приходят от ваших родственников, от вашей семьи. Принцесса Пентаклей. Вы можете чему-то учить своих детей, можете чему-то от них учиться также, потому что Паж Пентаклей или принцесса Пентаклей, как ее ни назови, это такой хороший ученик. А также в целом вы будете очень добры к своей семье, к близким, потому что это доброта, это... Да, ваша такая сердечность, ваша практичность, заземленность, которую вы проявляете в отношении своей семьи. Давайте посмотрим, что еще здесь выпадет у вас под шестеркой кубков. Карта сила, карта льва. Возможно, для кого-то общение имеет важное, да, значение с человеком знака лев. Ну и также, опять-таки, сила — это влияние, власть, умение повлиять на близких, повлиять на детей. То есть не силой, а умением убеждать, умением вести какие-то доверительные беседы, доверительные разговоры. Умение по карте сила, мягкой силой оказывать воздействие, потому что это больше карта женская, женского начала и вот такого вот женского влияния. Карта духовной силы также. Она может показывать, что вы здесь можете испытывать эмоциональный подъем от того, какие новости приносят вам ваши близкие, что вы получаете какие-то хорошие известия. Может быть, от общения с семьей, с близкими тоже эмоции такие, знаете, переполняющие вас, что-то очень-очень позитивное такое. Здесь в этой карте силы ощущение вашей власти, ощущение вашей силы здесь какой-то и физической, соответственно, да, силы, то есть физического хорошего здоровья по этой карте. Ну, давайте посмотрим еще следующую карту, карту ближайшего прошлого для весов, что здесь еще будет у вас
начало февраля или конец января. Здесь карта звезда. Какие-то цели и планы, которые вы перед собой ставили, может быть, в начале февраля ставите, но все-таки ближайшее прошлое, я думаю, это конец января. Возможно, какое-то общение с человеком знака Водолей, которое может быть для вас очень существенным. Также по карте звезда здесь, основное, это вы ставите какие-то цели себе, какие-то планы себе ставили серьезные и надеялись на их воплощение. Может быть, даже уже получали осуществление каких-то ваших надежд и планов, каких-то мечтаний. Также вы здесь могли заниматься творчеством в ближайшем прошлом, могли заниматься каким-то духовным ростом или чему-то учиться, чтобы приблизить себя к своей цели, приблизить к себя как вот той вот планке, да, к которой вы стремитесь. Карта звезда. Давайте посмотрим еще дополнительно следующую карту. Здесь под принцессой Пентаклей. Карта восьмерка кубков. Вы можете по восьмерке кубков испытывать определенную неуверенность или скромность какую-то по восьмерке кубков. Возможно, в ваших действиях будет ситуация, когда вы в чем-то, знаете, общаясь опять-таки, может быть, с семьей, с детьми, или вот в этой ситуации, в которой вы оказываетесь, да, может быть, вы едете, там, не знаю, в родительский дом куда-то, где вы жили раньше, то есть человек разворачивается спиной и уходит, да, по восьмерке кубков, может быть, испытываете определенное такое чувство неуверенности здесь, вот в этой ситуации, или, может быть, даже немножечко разочаровываетесь чем-то, что здесь происходит. Но, тем не менее, по карте сила умеете взять себя в руки, умеете договориться с этим человеком, допустим, да, умеете решить эту проблемную ситуацию, которая возникает по восьмерке кубков. То есть даже несмотря на какую-то такую вот здесь вот неприятную, возможно, ситуацию, может быть, какой-то честный разговор прямолинейный, который возникает. Возможно, вы сами разговоры какие-то такие заводите. Может быть, вы здесь в этой беседе понимаете, что вот все не так гладко, идеально вот на восьмерках кубков и разочаровываетесь в каких-то аспектах. Может быть, честность чья-то вас сильно ранит, задевает. Но вы понимаете, что, не все так идеально. Вас может же здесь расстроить что-то, будет даже желание развернуться, уйти. Может быть, кто-то вас здесь обидит немножечко, знаете, какая-то такая, может быть, ситуация. Либо просто, да, как поездка, возвращение куда-то, отъезд куда-то домой, или где вы жили раньше, или вот, может быть, наоборот, уезжаете из гостей, были в гостях, да, возвращение, восьмерка кубков, туда, где вы были ранее. Так, давайте посмотрим ближайшее будущее теперь для весов. Весы, ближайшее будущее, карта повешенной, карта тупиковая такая, будет ситуация в середине месяца, когда вы не будете знать, как действовать. Возможно, будет вынужденная остановка и пауза, когда нужно будет разобраться в себе, понять, что же вам на самом деле нужно. Возможно, вы какую-то ситуацию сможете увидеть по-другому, в другом ракурсе, по-другому к чему-то начнете относиться как раз после вот этой вот ситуации по карте повешенной. Может быть, ситуация, когда вы в чем-то разочаруетесь, соответственно, да, или вас какой-то честный разговор здесь ранит, и вы посмотрите на вещи иначе, посмотрите на вещи совсем в другом варианте и сделаете свои уроки, вынесете определенные уроки, сможете, получите какой-то опыт, который позволит вам двигаться дальше, но на этом этапе в середине месяца это будет такая своего рода остановка и пауза. Давайте посмотрим дальше. Карта, которая показывает здесь преимущественно вас по девятке пентаклей. Вы здесь по девятке пентаклей будете показывать себя как человека успешного, такого, знаете, человека, который финансово благополучен, который заслужил то, что имеет своим трудом, своими усилиями. И, соответственно, по девятке пентаклей, возможно, даже как-то будете здесь чем-то себя баловать, что-то себе докупать, возможно, по девятке пентаклей. Сможете здесь окружать себя людьми вашего уровня, вашего круга тоже. Поэтому, собственно, девятка пентаклей, она может тоже показывать какие-то визиты, приходы в гости, или вы к кому-то приходите, или к вам кто-то приходит. Но это все окружено таким вот флером благополучия, достатка, денег, ощущения, опять-таки, достатка и семейного в том числе, потому что на многих колодах эта карта еще тоже с семьей рисуется. Карта девятка пентаклей. Так, давайте дальше посмотрим. Вокруг вас энергия принцесса жезлов, то есть
Очень много такой, опять-таки, молодой энергии, принцесса, и тут, и тут еще шестерка кубков с этими детьми. То есть по принцессе жезлов, возможно, общение с кем-то младше вас. Опять-таки, может быть, это огненный знак зодиака, то есть лев, овен или стрелец. По принцессе жезлов, возможно, в вашем окружении в целом будут люди, которые, достаточно с позитивом, таким с энтузиазмом будут смотреть на происходящие вещи, и, касающиеся, вас в частности. И здесь, если девятка пентаклей показывает, как вы в целом себя показываете, как вы себя проявляете, то принцесса жезлов — это энергия вокруг вас, либо как окружающие могут как будто бы видеть вас или воспринимать вас. Воспринимают как молодого, активного тоже человека, который здесь готов к переменам, готов с энтузиазмом что-то менять, действовать, то есть не сидеть на месте, в принципе, готов к тому, чтобы, возможно, трудиться над какими-то проектами, над какими-то здесь задачами. То есть достаточно много энергии, которую вы показываете другим людям, окружающим вас, друзьям или родственникам. Давайте посмотрим следующую карту. Это карта ваших либо страхов, либо надежд. И здесь карта восьмерка пентаклей. Опять-таки, наверное, надежды. По восьмерке пентаклей добиваться успеха финансового, выполнять какую-то работу, которая принесет деньги, то есть какую-то занятость, которая будет приносить вам финансовый доход стабильный. Возможно, вы здесь хотите чему-то еще учиться, развивать свои навыки, что-то менять в своем профессионализме, соответственно, в лучшую сторону, чтобы больше зарабатывать. Какие-то семинары, тренинги, можете планировать ехать на них, возможно, поэтому восьмерка пентаклей здесь выпадает. И финал месяца или итог месяца, не обязательно это прям в конце месяца происходит, но это как заключение этого месяца февраля для весов. Это карта завершения какого-то важного этапа и какой-то важной трансформации, которая у вас происходит, соответственно, в феврале месяце, когда вы сможете в этой ситуации, когда вас чем-то разочаруют, и вы по-другому посмотрите на происходящие вещи, переоцените ситуацию, возможно, примете решение от чего-то отвернуться, уйти, отказаться, что-то отсечь из своей жизни или отказаться от каких-то ваших планов. Раньше была определенная цель, к которой вы шли, двигались. Здесь вы можете отказаться от своих планов, намерений, что-то кардинально поменять, как будто с ног на голову все переворачивается. Вы по-другому смотрите на вещи, и вы здесь можете начать работать по-другому или в другом направлении, потому что у вас есть серьезная трансформация по карте смерть, когда вы отказываетесь от былых устоев и правил и понимаете, что нужно по-новому действовать. То есть это не что-то ужасное, не что-то разрушительное, это просто изменение внутри вас, которое здесь происходит. Соответственно, у кого-то, кто, я говорила, может быть, уезжает, восьмерка кубков, уезжает откуда-то, уезжает из родительского дома или из гостей, где ваши родственники были, либо, допустим, наоборот, едет туда, уезжает со своего дома, к примеру, в гости к близким. Тоже, по сути, карта смерти показывает прощание, отъезд, уход от одного своего местоположения, допустим, уход в другой город, отъезд или в другую страну. То есть, опять-таки, как серьезная перемена, которая здесь у вас может в связи с этим происходить. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для весов на февраль месяц мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого!